Всем привет! Двухтактный лодочный мотор Yamaha 50. Проблема с охлаждением. Когда владелец обнаружил, что у него проблема с охлаждением, он зачем-то начал откручивать эту крышку выхлопа. Этого делать не нужно было. Владелец сделал здесь два залома. Один здесь, другой еще в каком-то месте. И теперь мы даже не сможем запустить двигатель для проверки. Придется откручивать все болты, снимать крышки, менять прокладки, высверливать залом, восстанавливать резьбы. Также нужно снимать редуктор в первую очередь. Нужно смотреть также состояние термостата, есть он там или нет. И только в последнюю очередь нужно было откручивать эти крышки. Эти болты очень часто закисают, особенно после эксплуатации в соленой воде. Сняли редуктор, посмотреть водяную помпу. Водяная помпа в идеале. Она новая. Наверное, владелец ее заменил. Открутили крышку выхлопа. Вот заломы, которые сделал владелец. 3 залома. И в принципе их можно высверлить, не снимая двигатель. Если бы заломы были ниже, вот здесь внизу, их уже просто так без снятия двигателя высверлить не получится. Ну и видим, что состояние рубашки охлаждения очень хорошее, ничего здесь не забито, сюда лезть не нужно было. Открутили крышку термостата, он отсутствует, его здесь не было. И то же самое, здесь ничего не забито. При этом помпа как новая, пока ничего не понятно, почему не было охлаждения. Ну, для начала восстановим резьбы, установим крышки, заменим прокладки. Заломыши высверлены, резьбы восстановлены. Если по какой-то причине восстановить резьбу не получится или резьбы получаются прослаблены, в таком случае приходится использовать вертыши. У нас сейчас нет этих прокладок, мы будем заказывать их. И пока у нас не установлен редуктор, можно подать воду в отверстие для термостата, для того, чтобы промыть систему охлаждения. Если вдруг в трубке охлаждения, которая идет на водяную помпу, остались какие-либо остатки крыльчатки или мусор, то с большой вероятностью все это вымоется. Вода с трубки вытекает. Не знаю, промылась или нет, но хотя бы что-то. Редуктор поставили, заказали прокладки, ставим крышки и пробуем запускать мотор первый раз. Посмотрим, что с ним. Чуть-чуть покосовать.
Охлаждение работает. Контролька работает. Хоть и напор не очень большой, но это из-за того, что отсутствует термостат. В любом случае, мотор не перегревается, он холодный и работает хорошо. А проблема заключалась в том, что владелец начал менять помпу и случайно потерял шпонку. Или поставил крыльчатку так, что шпонка у него вылетела. Он запустил мотор, обнаружил, что нет охлаждения, и после этого начал откручивать эту крышку. Вот и вся история. Затем владелец снова снял редуктор, увидел, что в шпонку он не попал, шпонка валялась рядом с крыльчаткой. Он поставил шпонку и отдал мотор нам. Температура нормальная, перегрева нет. Ну, помпа новая стоит. Вот и все. Всем пока.